Лос-Анджелес, ночь огней и громких имен. Камеры сверкали без остановки, платья от кутюр сверкали в свете софитов, и каждый шаг по красной дорожке ощущался как часть истории моды. Среди всего этого блеска в Окворд, Холливуд 2025 стоял как вершина празднования искусства, стиля и человеческого самовыражения. Но за вспышками фотоаппаратов и ревом ликующей толпы оставался небольшой уголок, ускользнувший от внимания публики, закулисное пространство, наполненное ароматом духов, шипением выпрямителей для волос и шепотом суетливой команды. Там молча стояла фигура Ким Тэ-хёна, известного миру как Ви из BTS. Он не давал интервью. Он не был перед объективом. В тот вечер Тэ-хён не пытался украсть всеобщее внимание, а, скорее, невольно стал его центром. Пока музыка с главной сцены тихонько доносилась из-за кулис, что-то внутри него шевельнулось. В идеально сидящем на плечах черном костюме и сверкающих в тусклом свете глазах Тэ-хён медленно начал двигаться, его тело танцевало в ритме, который могла слышать только его собственная душа. И вот тут-то и началась история, не на огромной сцене, не перед тысячами камер, а за кулисами, где Ким Тэ-хён танцевал в одиночестве, и весь мир невольно замер, чтобы посмотреть на него. Свет на сцене отражался в кристаллах сотен камер, установленных по всему залу. Впереди мир наблюдал за великолепием в Окворд, Холливуд 2025 сцены для моды, музыки и искусства, соединенных единым дыханием. Но за кулисами, вдали от света софитов, была одна фигура, создавшая момент еще более захватывающий, чем тот, что был перед камерами. Ким Тэ-хён в атласном костюме с растрепанными волосами, частично закрывающими лицо, стоял среди танцоров и моделей, готовясь к следующему выпуску. Музыка с главной сцены была едва слышна, а ее мягкий, но соблазнительный ритм словно призывал его тело двигаться. И без лишних слов Тэ-хён ответил на зов по-своему. Он начал танцевать. Сначала медленно, лишь легкими движениями плеч и головы. Но затем его тело ожило, словно вода, струящаяся по невидимому ручью. В каждом шаге, в каждом повороте, в каждом движении рук чувствовалась неподдельная грация. Некоторые из проходивших мимо сотрудников останавливались. Они знали, что видят не просто танцующего идола, а настоящего артиста, который позволил себе потеряться в ритме. Не было больших камер. Не было сценического освещения. Лишь несколько членов съемочной группы держали телефоны, незаметно снимая этот редкий момент. Но аура Тэ-хёна была настолько мощной, что даже тесное пространство за кулисами казалось центром внимания всего мира. Когда музыка ускорилась, он взглянул на свое отражение в большом зеркале за гримеркой. На его лице появилась легкая улыбка, которая появляется только тогда, когда он по-настоящему счастлив. Он танцевал не ради аплодисментов, не ради завтрашних заголовков, а ради себя. Ради чувства, которое мог понять только тот, кто рожден для искусства. Одна из визажистов прошептала коллеге: «Он даже свою тень заставляет танцевать». И это была правда, даже отражение на полу, казалось, кружилось в такт его шагам. Когда песня остановилась, в комнате на мгновение воцарилась тишина. Остались лишь звук его дыхания и биения сердца. Тэ-хён выпрямился, посмотрел в зеркало и усмехнулся. Он легонько похлопал себя по груди, словно говоря себе: «Здесь все еще я, под всем этим блеском». Через несколько секунд его окликнул сотрудник. «Тэ-хёнши, ты сейчас на сцене». Он просто кивнул, сделал глубокий вдох и вышел с той же аурой человека, только что написавшего стихотворение своим телом. И как только он вышел на главную сцену, мир осознал: за каждым гламурным фасадом, за каждой улыбкой на камеру скрывался артист по имени Ким Тэ-хён, который жил ради таких маленьких моментов, танцуя за кулисами, без зрителей, но от всего сердца. В ту ночь горизонт Лос-Анджелеса, казалось, сверкал вспышками камер. В Окворд, Холливуд 2025 был не просто модным событием. Это был всемирный фестиваль искусств, место,
где каждый шаг по красной дорожке ощущался как переписываемая заново часть истории. Музыка гремела, толпа ревела, а камеры постоянно преследовали одно имя – Ким Тэ Хён. Но за огромной сценой и грохотом аплодисментов была и другая сторона, которую не все видели. Тихое пространство за черными занавесками, где бегали команды, готовились модели, а единственным светом были отражения в зеркалах для макияжа. Там, вдали от толпы, стоял Тэ Хён не как мировая звезда, а как художник, прислушивающийся к своему собственному зову. В этот момент с главной сцены донеслись слабые звуки музыки, и без всякого предубеждения его тело начало двигаться. Мягко, ритмично, почти духовно. Никаких камер, никаких оваций публики. Но в каждом шаге, в каждом движении его рук, словно пишущих стихи в воздухе, было что-то завораживающее, нечто, что может исходить только от честности настоящего художника. И здесь начинается история. Дело не в блеске или свете софитов, а в том коротком мгновении за кулисами, когда Ким Тэ Хён танцевал в одиночестве, сам того не осознавая, заставлял мир вибрировать самым тихим образом. Мало кто в мире способен заставить тишину казаться величественной, но Ким Тэ Хён делает это без усилий. Ему не нужно говорить громко, чтобы очаровать, не нужно привлекать внимание, чтобы сиять. Он просто существует, и мир, кажется, замирает на мгновение, чтобы взглянуть на него. Тэ Хён не просто икона моды или звезда мирового масштаба. Он – живое искусство. Каждый шаг наполнен ритмом, каждый взгляд рассказывает историю, а каждый жест, кажется, передает нечто более глубокое, чем слово. Он – воплощение неподдельной элегантности, гармонии души и эстетики. За его внешним обаянием скрывается нечто гораздо более редкое – искренность. Когда он танцует, мир видит не просто артиста. Он чувствует того, кто передает чистые эмоции каждым движением. В его улыбке есть теплота, в его молчании – глубина. Он – прекрасный парадокс. Нежный, но сильный, тихий, но завораживающий. И вечер на Vogue World 2025 стал еще одним доказательством того, что Тэ Хён не просто законодатель мод, но и рассказчик, человек, который пишет стихи взглядом, поет жестами и танцует дыханием. Ким Тэ Хён не гонится за вниманием. Оно всегда его находит. Потому что, когда он выходит, мир моды видит не просто человека с безупречным вкусом, он видит искусство в его самой человечной форме. Подлинное, нежное и незаменимое.